19 тысяч лет назад, как говорит легенда, на дне огромного, словно Байкал, озера в Китае люди жили под водой в Золотом городе. Их дворцы были высоки, как пирамиды. Сегодня, в глубокой тишине, они все еще на дне озера. Но Золотой город ожил в Тульской области. Как он здесь оказался и как сюда попасть, смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ» и с тобой Даша Ивановская. Золотой город под Тулой построен архитекторами из Поднебесной. Каждый камень города привезен с востока. Здесь свой буддийский храм, Шаолинский монастырь и дворец. В них спрятаны отель, центр тибетской медицины, чайный дом. И всюду шумят фонтаны и цветут китайские розы. В наши дни здесь ожила эпоха империи Минь, Ренессанс Поднебесный. Я просто не могу поверить, что мы находимся всего в 200 километрах от Москвы. Вы просто посмотрите вокруг. Здесь абсолютно каждая плиточка, скульптура и все стройматериалы привезены из Китая. И большая часть предметов интерьера выполнены вручную. Абсолютно каждое здание Золотого города имеет свой оригинальный прототип. Вот, например, буддийский храм за моей спиной исполнен по всем настоящим канонам настоящего буддийского храма. А один из гостиничных корпусов в оригинале это Шаолинский храм. То есть гости могут приехать в Золотой город и остановиться жить в кельях монахов. Когда вы приедете в Золотой город, будьте внимательны, обращайте внимание на все детали и даже смотрите под ноги, ведь может быть именно там написана история Китая. Пару слов о китайских крышах. Почему они выполнены в таких причудливых формах, то есть они изгибаются к своему завершению? Это от того, что в Китае достаточно обильные дожди. То есть мы жалуемся, когда у нас дождь идет весь день, а там они могут идти просто целыми днями напролет. Для того, чтобы здание дольше служило и его стены не так сильно промокали под дождем, как раз крыша выполнена вот в таких изгибах. Но есть еще и другая теория, более мистическая. Говорят, что такое построение крыш отгоняет негативную энергию от дома. И если на вашу крышу приземлится дракон, то ему гораздо проще будет взлететь обратно в небо. Дракон – хранитель Китая. Каждый день он улетает, чтобы поиграть с солнцем, не может до него дотянуться и возвращается. Ну, например, на одну из изогнутых крыш, которых очень много на территории Золотого города – 8 гектар. Все сторонние звуки здесь растворяются в шуме фонтана, а здания построены согласно фэн-шуй для гармонии энергии. Ощущаешь полное погружение в Китай. И этому способствует и гигантский китайский ресторан, и мастер-классы каллиграфии и восточного танца. Стражи у входа каждого дома – львы, готовые к прыжку. В буддийской традиции их задача – оберегать людей от злых духов. Закрывшись в одном из двориков, чувствуешь, как внутри уютно и тихо. Утро здесь начинается в 8. Тогда высокие двери тренировочного зала открывает мастер для занятий цигун и медитацией. Весь персонал одет в традиционный китайский костюм, гейш или императриц. Вот и со мной поделились такими. Просто осознавая, что здесь абсолютно все привезено из Китая, и все настолько в мелочах продумано и по-настоящему, чувствую здесь какую-то невероятную атмосферу. Действительно, как будто ты находишься в Китае, без преувеличения. А еще чувствуется, насколько с любовью относятся к этому месту люди, которые здесь работают. И вот, например, на этих деревьях даже вы видите такие вот вязаные, как мне сказали, салфеточки. Представляете, это сотрудники Золотого города связали это своими руками, как сказали, вязали всю зиму для того, чтобы сделать не только для этого дерева, а для других деревьев тоже, которые встречаются здесь, в этом комплексе, в этом парке, вот такие вот одежды, чтобы деревья стали еще более красивыми. Золотой город предлагает множество мастер-классов, и все мастера, которые учат здесь китайскому танцу или чайной традиции, долго жили в Китае или китайцы. Цель чайной церемонии – духовное единение человека и чая, в котором достигается просветление. Все предметы, используемые в церемонии, символичны. К примеру, крышка чайника означает небо, блюдце – землю, а между небом и землей находится человек. Интересно, что чай – это в том числе и способ инвестиций в Китае. Это можно сравнить с покупкой квартиры в классной новостройке, еще в котловане, и ее продажей уже в заселенном доме.
Танцы для китайцев не просто телодвижения, в них тоже все символично. Это ритуал с определенным смыслом и великолепное театрализованное представление. Китайский веер, к примеру, символ счастья, поэтому применим довольно часто для выражения радости и удовлетворения жизнью. И, кстати, изначально танцующими гейшами были мужчины. Проведя здесь день в Золотом городе, конечно, можно сделать вывод, что у ребят получилось воссоздать атмосферу Китая по-настоящему. Конечно, это не просто один отель, это действительно парк-отель, то есть это целый комплекс, это целый город. Здесь даже, знаете, чувствуется воздух по-другому, он по-восточному влажный, потому что на территории очень много фонтанов. И вдоль каждой аллеи, напротив каждого здания огромное количество разноцветных роз китайских, то есть их тут, как мне сказали, высажено около 100 тысяч кустов, это просто невероятно. Везде вот эта вот восточная музыка. То есть в целом ты действительно чувствуешь, что ты где-то далеко в Китае. И совершенно вокруг, за этим высоким забором, который окружает этот город, не видно Тульскую область. И поверить, что ты находишься в Тульской области, просто невозможно. Мой совет – приезжайте сюда на полные выходные, потому что, когда закончится день, здесь точно захочется провести еще один. Золотой город – это настоящая восточная сокровищница, которую хоть однажды стоит увидеть каждому. От себя хочу сказать, что очень благодарна теплому приему, который нам оказали. И просто представьте, сколько самолетов потребовалось, чтобы привезти целый город по кирпичикам из Китая. Это же просто немыслимый труд. И все ради гостей. Думаю, что сон на низких восточных кроватях будет особенным. И если вы захотите выглянуть в окно, там совершенно ничего не напомнит вам, что вы все еще в Тульской области. Вы знаете, когда решаешься полететь в Азию, чтобы увидеть невероятную восточную красоту китайских или японских городов, готов преодолевать все эти расстояния огромные, все эти длительные перелеты, все эти аэропорты. Но, конечно, это все очень изматывает. И кажется, что да, я хочу увидеть эту красоту, но вот бы иметь просто закрыть глаза, открыть их и оказаться в Азии. И кажется, это абсолютно невозможно. Но нет, дорогие мои, это возможно, ведь вы легко можете оказаться в Золотом городе под Тулой. Итак, сколько же стоит сюда попасть? Сколько же стоит провести здесь день, поужинать, переночевать? И как же добраться отсюда из Москвы, мы сейчас вам обязательно расскажем. Дорога из Москвы до Золотого города займет 2,5 часа, но можно еще доехать до Тулы на поезде за то же время, а затем потратить еще 1 час в такси. Билет на поезд стоит от 500 рублей за человека, плюс такси от вокзала Тулы до Золотого города – это еще 1200 рублей. Цена за проживание стартует от 3500 рублей за одного или 2 человек за ночь. В стоимость включен завтрак, ну а за обед и ужин вы потратите еще от 1000 при стоимости одного блюда в 500 рублей. Здесь продают необычные сувениры, как будто из Китая. За 350 рублей вы сможете привезти фигурку черепашки. Активити здесь очень много. Например, конная прогулка в 15 минут будет стоить вам 350 рублей. При этом вход на территорию для тех, кто не проживает в отеле, платный и стоит 500 рублей в выходные дни. Но приятно, что для детей до 6 лет он свободный. Все вместе выйдет от 7000 рублей за одну ночь и 1 день пребывания. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе про Древнюю Грецию под Ростовом, поэтому подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.